Всем привет! Сегодня хотел вам рассказать, какой язык программирования стоит учить в 2021 году. Если вы хотите зарабатывать хорошие деньги, то вам стоит изучать самые популярные языки, так как вы всегда сможете найти себе очень легко работу. Вакансий предостаточно, особенно если рассматривать в России Москву. Можно работать также удаленно. Если вы только начинающий программист, а именно для таких людей я вам и рассказываю, делаю это видео, то я бы порекомендовал вам заниматься веб либо мобильной разработкой. Если рассматриваете и хотите стать именно веб-разработчиком, то стоит ориентироваться на JavaScript, так как это универсальный язык, с ним вы сможете стать или фронтенд разработчиком, или бэкенд, или все вместе сразу. Если вы хотите заниматься именно бэкэндом, вас не интересует особо веб, то можете рассматривать также JavaScript, PHP или Python. Для более легкого восприятия я бы рекомендовал вам больше, скорее всего, наверное, как начинать с Python. Там структура попроще, код более минималистичный будет, более легко читается. Ну, если вы уже занимались другим языком, допустим, знаете C там или C++, хотя бы базу, тогда лучше посмотрите на PHP, так он не менее популярный. Просто и там структура кода очень похожа на C++. Такая же примерно структура кода идет. Плюсы какие есть у PHP: он очень популярен, потому что примерно 80-90% сайтов написано на PHP. Есть куча CMS, огромное количество CMS, плагинов, расширений к базам данных. Ну и на этом, наверное, все. Потому что вы сможете поддерживать как старые сайты, так и разрабатывать новые. Плюс Python в том, что если вы захотите, допустим, потом заниматься Data Science, то именно в Data Science очень широко распространен Python. Так получается, из-за этого у вас будет два направления можете идти, или даже DevOps, поэтому чуть ли не 3 направления. Так как очень многие люди, которые занимаются администрированием, они также знают хорошо Python, потому что пишут на нем какие-то простые или непростые системы для интеграции. Итак, я вам рекомендую учить либо JavaScript, либо Python, потому что вакансий на них больше всего. Если посмотрите, к примеру, на любой сайт, зайдете, к примеру, ХХРУ, самый распространенный, там увидите, что там примерно в среднем по 2500 ежедневно. Ну там коррелирует, немножко так. Есть разброс, но в среднем по 2500 вакансий, что JavaScript, что Python. И плюс есть у каждого по 2 направления. Поэтому, если только задумываетесь стать программистом и не знаете, с чего начать, изучайте Python либо JavaScript. Потому что у вас будет тогда по 2 направления. На этом все. Также забыл сказать, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь, и вы узнаете еще очень много интересного из мира IT. Я буду делать обучающие ролики.